Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирасьоне. Дару расклад, что случится, что произойдет в ближайшее время, события и неожиданности ближайших дней. И мы сегодня с вами рассмотрим вот как раз те события июня, которые не вписываются в рамки времени. И месяц у нас начинается в добрых энергиях. Венера в знаке зодиака Рак. Это что-то нас будет явно радовать. По крайней мере, хорошее настроение. Далее у нас будет волшебное соединение. Две планеты малого и большого счастья. Первая это у нас Венера, вторая Юпитер. Соединение, которое бывает крайне редко. Такой транзит 9 числа. И он будет продолжаться до 13-го, пока Венера находится в Раке. Но далее у нас еще другие транзиты. Ну, давайте мы разложим сначала карты. Достанем мы всего 6 карт. И я так искренне надеюсь, что наш прогноз раскроет для вас секреты на будущее. Первая карта, что вас удивит, что для вас будет внезапно в течение июня. И вот уже половина месяца, середина месяца, новолуние в Близнецах. Ну, давайте попутно будем все же говорить, задавать вопросы. Если первое, что вас удивит, что будет внезапно. Но вот с кем вот эти внезапности, неожиданности будут связаны? Я не исключаю, что это могут быть в середине как раз месяца. Мы можем получить какой-то документ, мы можем услышать новые в средствах массовой информации. Здесь может быть какой-то поворотный такой момент, когда мы вообще это не предполагали, но нам придется что-то действовать или, ну, как воспринять эту информацию, потом переложить на нашу реальность и понимать, что нам с этим делать. Но третью карту мы с вами достанем, к чему же там еще приготовиться. То есть близнецы отвечают за коммуникацию. Вот, может быть готовым к тому, чтобы сгладить некоторые острые углы. Вот это я тоже не исключаю. Следующее. Как изменится ваша жизнь? Но какая-то метаморфоза в июне явно нас может ждать. Ну и отдаленные события, и карта совет, которую откроем в самом конце. Давайте начнем постепенно. Много информации, хочется вам ее донести, поэтому тороплюсь. Итак, что внезапно, что неожиданно. Вот хочешь, не хочешь, от чего-то, ты, говорят, от судьбы не уйдешь. И всегда эта карта как значение между прошлым и будущим. Вообще, главное, наверное, значение – дорога к свету. Мне очень нравится, как это сказано, как картам «Колесо года». Поэтому пусть у нас другая колода, но значение мы переносим и сюда. Но для этой дороги к свету, видимо, нам придется расчистить некоторые либо завалы, либо, может быть, с чем-то определиться. Потому что ведь не оглядывайся назад, говорят. Говорят также, что переломный момент может быть, это как между прошлым и будущим. Время делится на период до и после. Очень символичным может быть июнь, поэтому я его и назвала. Ну, факт. Без временных рамок. Просто мы все разные, хоть объединяет один знак зодиака. Но на всякий случай будьте готовы к тому, что нам придется какую-то данность сложившуюся принять. Возможно, это какая-то ситуация. Иногда вот по этой карте мы ищем выход из создавшегося положения, и главное, мы его находим. Поэтому дорога к свету. Но знаете, возможно, это будет тот период, когда вот какой-то день наступает, когда нам уместить, словно нашу судьбу, придется в несколько дней и на что-то решиться. Причем это может быть неожиданно. Мы как будто вот сидели, ни о чем не думали, да, вот как этот человек сидит, читает книгу. Ну и что там, ничего, все, в принципе, у него уже прогнозируемо. И вдруг, откуда ни возьмись, рука подает кубок. Это всегда какая-то возможность, которую мы не можем упустить. Поэтому, наверное, все то, что я сказала до этого момента. Но поворотный момент будет требовать от вас большого рационализма, внимания к деталям. Вам придется, может быть, что-то просчитать буквально до мелочей. Все же материализм, рыцарь Пентакли, это самый медленный рыцарь. И, может быть, вы-то будете принимать какое-то решение, но будете рассматривать скрупулезно, с какими-то тонкостями, с какими-то нюансами тот или иной вопрос. Возможно, это будет касаться или работы, или ваших достижений. Не исключаю, что может быть и личной жизни, но больше вижу, тут скорее, может быть, это будет касаться, ну, личная жизнь может быть, или какой-то ваш проект с учетом четверки именно кубков. Но две пентаклевые карты
снова вторит, что договариваться придется. Это может быть какой-то ваш новый план, новая работа, новый вид занятости. Да, вот жонглировать, да, пентаклями нам предлагают. То есть эта карта говорит, будь легок на подъем, будь готов к какому-то спонтанному маршруту, будь готов попробовать себя, может быть, в разном деле, именно через опыт. Мы попробовали что-то одно, посмотрели, ага, не пошло. Может быть, план А, план Б, план С даже вам придется иметь. И вот эта легкость, она нам помогает выбрать наиболее подходящий вариант. Ну и, конечно, баланс, да, то есть, опять же, договоренности. Но вам будет что-то нравиться. Может быть, это, прошу извинения, вынуждена была прерваться. То есть, несмотря вот на такую турбулентность, или на какой-то поворотный момент, совершенно для вас неожиданный, тем не менее, настроение будет сопутствовать вам очень хорошее, когда вас даже какой-то проект может вдохновить. Может быть, я не исключаю, что кто-то из вас пытается решить, вот пятерка, да, мы говорим, пентаклей. Иногда это карта, когда, ну, буквально ведь недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. И вот вам придется где-то лавировать, чтобы не создать какую-то конфронтацию, но самое главное– решить финансовый вопрос. Я тут вижу, что если прежде какая-то ситуация финансовая не менялась, то тут вам как высшие силы помогают. Давайте пойдем дальше. С кем это будет связано? С получением конкретных денег. Либо какого-то проекта, который может принести большой доход. Ну, большой-небольшой, но стабильный доход. И, может быть, кто-то из вас, это как, правда, дополнительная деятельность. Может быть, это и пассивный доход, или работа на самого себя. Все же это карта, которая больше говорит именно об этом. Почему? Потому что нам, как хозяин таверны, он работает на себя. То есть это его ресторан, да, таверна, и он поднимает кубок за здоровье. Ну, свое, понятно, и посетители, они ему деньги приносят. Поэтому, то есть он сам работает, нам буквально человек показан, ну, где-то больше в рабочей одежде, то он напрямую увлечен этим процессом. Вот вы каким-то процессом будете увлечены, это точно. Вам захочется чем-то заниматься. Может быть, это какая-то возможность, которая может к вам прийти с какого-то предложения, с какой-то новости. Или как услышанное, вот смотрите. Здесь может быть и действительно поворотный момент, когда и не одна новость, а сразу с несколькими областями, сферами жизни связана. И где-то работа, но все-таки аркан мир у кого-то может свидетельствовать, как, правда, работа на дому. Я имею в виду работа в интернет. Это когда мы понимаем, что даже если до этого момента мы занимались чем-то другим, определенно мы от чего-то не можем отказаться, потому что нам это несет, ну, как все блага. Посмотрите, хотим популярности, пожалуйста. Хотим денег, телец у нас тут золотой, тоже хотим власти, лев с крыльями, буквально так. Но может быть и любовь, может быть и работа с большим объемом информации у кого-то. Но мы, конечно, надеемся, что в целом энергии ее не будут таковы, что меньше будет каких-то примпонов, и в целом воцарится мир. Но тенденции сами по себе, видимо, так, планетарные транзиты, небесные светила назовите, или, ну, божественное провидение складывает именно так энергии, чтобы мы были счастливы. Это точно. Вам, мои дорогие, все во благо. Поэтому договариваться придется. И именно поворотный момент от какого-то минуса, неудач и от того, что не было, ну, вам приятно или постоянно вас, хочется сказать, почему-то окунало, ну, в какую-то историю, которая вам очень надоела. И вот у нас третья позиция. Мы спросили, к чему приготовиться. Это как рост вашей силы. Конечно, карта сила– это критическое мышление. Поэтому и внимание к деталям, поэтому больше не эмоций, безусловно. Здесь энергия, как у карты мага. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, к чему приготовиться? Может быть, какой-то контакт, знакомство, важная женщина в вашей жизни. Ведь эта карта говорит также о том, что у нас хватит сил выдержать какое-то напряжение. И на самом деле, когда мы сталкиваемся даже с какими-то обстоятельствами, которые не вписываются ни в наши планы, ни в наши даже, может быть, и представления, мы по-настоящему себя узнаем, насколько же мы сильны.
Это всех касается. Мои дорогие девочки, будьте готовы к тому, что это лицо противоположного пола может к вам проявлять какие-то особые знаки внимания. Может быть, это и знакомство. Пусть это даже в сложившихся отношениях словно узнать друг друга заново. Но ведь вот, опять же, говорила, да, договариваться придется, потому что что-то как вибрирует, понимаете? И вроде непонятно, как поступить. Вот будут такие ситуации. Будьте где-то психологически к этому готовы. И карты вот настаивают. Вот как ты сумеешь договориться, а вы, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, вы великие эмпаты. И плюс у вас шикарно работает интуиция. Для вас задача на июнь именно слушать подсказки собственной души, но рационально принимать решения. И здесь вот нам говорят, Лев, прообраз нашего эго, он как на короткой цепочке. То есть эмоции, они не на импульс, а на рационализм. Давайте еще достану карту. Видите, тут у нас как интересно. У нас тут еще и... Ух ты, ну это на дне так было. Правда, у кого-то история любви может быть. Да гляньте, солнце. Паш Пентакли какая-то новость добрая ждет. А еще и туз кубков. Прямо вот на дне у вас как будто завершить какую-то путаницу в вашей жизни. Может быть, у кого-то из вас это будет связано с отношениями. Может быть, даже в тех парах, в которых не было взаимопонимания. И, может быть, не смогли договориться. Пусть это даже совершенно другой вопрос, который касается документов, работы, денег. Вот. Но вам высшие силы от начала до конца помогают. Поэтому, как во благо, сумел договориться, значит, сам себя потом очень поблагодарил. Ну ладно, к чему же еще приготовиться? Давайте на всякий случай. Нет, подтверждает карта, правда, какая-то новость у вас будет приятная. О, с одной стороны сила, с другой стороны император. Императоры – это мера ответственности, это люди. Может быть, это те люди, которые занимают высокий пост, стоят несколько выше по лестнице иерархии. Для кого-то подписание важных бумаг. Кстати, с 9 по 13 будет волшебное время именно на переоформление договоров, контрактов, ну, у кого-то брачных, у кого-то рабочих. Но здесь может быть и ваша какая-то мера ответственности тоже пересмотрена. Вообще мы организуем свою жизнь в каком-то новом ключе. Хотя я и не исключаю, что для кого-то это вот будут именно необходимые контакты с теми людьми, которые наделены властью. Ну ладно, как изменится ваша жизнь. А вот опять же рационализм. Мечи ведь это всегда интеллект. Это ни разу не про эмоции. Но вот что-то будет радовать, но переложить на рационализм, на такое вот здоровое, может быть, отчасти даже равнодушие к какому-то вопросу, не дать себе, ну, вот предпосылки, когда эмоции нас вот накрывают с головой. Какая-то история прежняя, мои дорогие. По шестерке кубков тут есть и ностальгия. Может быть, это для кого-то из вас важная встреча вам вот предстоит. Может быть, с тем человеком, которого вы не видели. Но вот я здесь все-таки вижу, как изменится ваша жизнь. То, о чем вы мечтали и думали. Оно у вас как в новых формах, в новых проекциях, с новыми возможностями. И фортуна вам в этом помогает. Вот, наверное, тут не только на июнь. А я бы сказала, вот смотрите, у нас вторая половина, уже после 13-го Венера переходит в знак Льва, и 30 июня туда же присоединится, то есть в знак Льва войдет опять же Юпитер. Поэтому это, знаете, как с чистого листа новое дыхание, которое открывается вот самый последний день июня, июль. Август, и не случайно ретро-Плутон, который у нас продолжает свое именно движение ретроградное. И если была какая-то проблема, которая сформировалась май, начало июня, нам говорят, не спеши. Новость тут тоже, не спеши, обдумай. У тебя в течение лета все встанет на свои места. Отдаленные события. По семерке кубков хорошее настроение. Да, тут замечтаться нельзя, вот это есть такой подвох. Но это много планов. Это уже карта будущего. А у кого-то встанет на кону, может быть, и переезд, и поездка. Смотрите, туз жезлов сама по себе карта шанса. Тоже по этой карте я часто говорю, жизнь делится на период до и после. И это может быть связано с какой-то
информацией, бумагой, известием. И, кстати, много информации в отдаленный период, если мы смотрим, видимо, оставаться вот в этих энергиях, о которых я сегодня долго говорила, вам совершенно будет необходимо. То есть не расслабишься. Вот и к этому будьте тоже готовы, потому что это всегда карта путаницы, информационного хаоса. Но даже вот в этом каком-то, как в куче информационного потока, там есть рациональное зерно, но нам предстоит где-то, может быть, и среди иллюзий, и среди какой-то спорной информации достать, как выудить что-то очень ценное, важное, потому что это будет означать для вас будущее. Карта совет. Помощь высших сил. Вам сейчас высшие силы помогают. Карта финансового успеха. Мы уже с вами говорили о финансах. Поэтому поворотный момент какой-то будет у вас в июне. Единственный момент, будь внимателен к деньгам. Где-то карта нам тоже подсказывает, пятерка пентаклей. Деньги есть, деньги будут, но как будто есть риск распорядиться ими неправильно. И вот посмотрите, руки тянутся к деньгам. Не давайте денег в долг, однозначно. Пятерка пентаклей, раз она выпала в одном раскладе, или деньги вам не вернут, или вы можете купить что-нибудь эдакое. Ну и вообще будьте внимательны к кошелькам, сумочкам, портмоне, к паролям аккаунтов, потому что вот эта карта помогает, высшие силы, как мы сказали, но это все в вашу сторону. Это не на распыление, не на распределение кому-то там еще. Нет, вот ваша задача сконцентрировать как и себя, может быть, и финансы. Тогда в будущем вы себе точно скажете спасибо, правда? Используйте момент. И фортуна, и как будто и люди будут на вашей стороне. Ну, может быть, не все, я это не исключаю, люди разные, но самое главное, энергии добрые, энергии мира, добра, достатка, каких-то даже важных согласований, ну и, понятно, любви идут в вашу жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.